Во время полета 7-летний мальчик сделал странный жест рукой, который привлек внимание бдительной стюардессы. Обеспокоенная, она незаметно набрала номер службы экстренной помощи. Когда самолет приземлился, служба безопасности аэропорта бросилась на место происшествия. Затем это произошло. Но прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться, если вы еще этого не сделали, и нажать на колокольчик уведомления, чтобы не пропустить новые истории. «В чем дело?» – спросила коллега Бетти. Бетти ахнула. «О, вы меня напугали», – сказала она, улыбаясь. «Ничего страшного. Я просто отвлеклась на секунду. Пора раздавать напитки. Вы идете?» – спросила ее коллега. Бетти кивнула и последовала за ней на кухню. Она спросила, могут ли они раздавать напитки во втором ряду, где сидел мальчик. К сожалению, двое других коллег уже начали раздавать напитки в этом ряду, так что Бетти могла наблюдать только издалека. Она наблюдала, как женщина, сидевшая рядом с мальчиком, справилась с ситуацией. Она заказала бокал вина для себя и яблочный сок для мальчика, что означало, что они действительно созданы друг для друга. Но ощущение, что что-то не так, казалось, не проходило. Он выглядел испуганным и почти неуверенным в ситуации. Бетти знала, что должна была что-то сделать, чтобы помочь ему. Они летели 13 часов, так что время не было проблемой, но она должна была соблюдать осторожность. Она решила подойти к мальчику, как только закончит раздавать напитки. Она заранее придумала предлог на случай, если ее коллеги начнут задавать вопросы. Ей пришлось подождать, пока женщина снова выйдет в туалет, чтобы поговорить с мальчиком наедине. После часа ожидания, наконец, пришло время. Как только женщина вошла в ванную, Бетти начала действовать. Она сделала глубокий вдох и направилась к мальчику, как будто ничего не случилось. Чем ближе она подходила, тем больше замечала, что мальчик делает странные жесты руками. Казалось, он пытался на что-то указать жестами, но Бетти не могла понять, на что именно. Как только мальчик увидел ее, его глаза расширились от удивления, и он быстро снова отвернулся к окну. «Всем привет», — начала Бетти. «Если хочешь, у меня есть для тебя хорошая книжка-раскраска». Но мальчик не дал ей пинка. Он даже не взглянул на Бетти. Зная, что у нее мало времени, Бетти заглянула в туалет. История. Она положила книжку-раскраску на поднос перед мальчиком, а сверху положила карандаши. «Я сзади, если вам понадобится помощь». Она наблюдала, как женщина вернулась на свое место и сразу заметила книжки-раскраски. Бетти вздохнула. Ее план провалился. Она надеялась завоевать доверие мальчика подарком, который принесла, но мальчик даже не обратил на нее внимания. Бетти знала, что не сможет сделать это сама. «Что происходит, Бетти?» – внезапно спросила коллега. Она словно прочитала мысли Бетти. «Ты выглядишь немного рассеянной», – вздохнула Бетти. «Мне нужно тебе кое-что сказать». Бетти рассказала Джоан, своей коллеге, обо всем. Она рассказала ей о странных признаках, о том, что он делает это только тогда, когда женщины нет дома, о том, каким испуганным и растерянным он выглядит. Когда Бетти закончила, Джоан вздохнула. «Все это звучит для меня очень странно. Почему бы вам просто не спросить саму женщину?» Бетти опустила глаза. На самом деле она даже не подумала об этом. Ее мозг мгновенно переключился в режим детектива, вероятно, из-за того, что она смотрела фильмы во время перерывов. «Но женщина, конечно, стала бы отрицать, что что-то не так, Джоанна», — сказала она в конце концов. Джоанна медленно начала кивать. «Да, наверное, ты права». Внезапно мальчик начал кричать. Бетти и Джоан быстро подбежали и увидели, как мальчик пытается вырваться из рук женщины. Бетти закричала, отпустив его. Мать посмотрела на Бетти широко раскрытыми глазами. «С ним все в порядке, просто он немного напуган шумом двигателя», сказала женщина, пытаясь разрядить ситуацию. Но что-то в Бетти не верило ни единому слову этой женщины. Она быстро вернулась на кухню и незаметно набрала номер службы экстренной помощи аэропорта, куда они направлялись. Она сказала им быть готовыми к посадке в самолет, как только он приземлится.
Она ни за что не позволила бы этой женщине сойти с самолета вместе с мальчиком. Поскольку путешествие близилось к концу, Бетти готовила салон к посадке с еще большим усердием. Безопасность. «Будьте начеку и следуйте моим указаниям», проинструктировала она своих коллег под видом стандартной процедуры. Когда колеса самолета коснулись взлетно-посадочной полосы, в салоне послышался голос Бетти, которая с облегчением вздохнула при посадке. «Пожалуйста, оставайтесь на своих местах», пристегнув ремни. Дверь самолета открылась, и в салон вошли полицейские с целеустремленностью, от которой по салону пробежала дрожь. Их появление, уверенное и бесшумное, заставило всех обернуться, и по проходам прокатилась волна эмоций. Пассажиры, и без того погруженные в напряженное ожидание, теперь наблюдали за разворачивающейся сценой, затаив дыхание. Полицейские двинулись по проходу с четкой целью. Их шаги были размеренными, а внимание сосредоточенным, когда они приблизились к мальчику и его опекуну. Когда полицейские подошли к ряду, их общение с женщиной и мальчиком стало напряженным. За ним наблюдали десятки любопытных глаз. Протесты женщины наполнили каюту, в ее голосе слышались замешательство и страх. Экипаж во главе с Бетти переглянулся, и сквозь их уверенность пробилась нить сомнения. Мальчик, молчаливый, с широко раскрытыми глазами, был осторожно поднят со своего места офицером, который, заверяя в безопасности, держал его за маленькую ручку. Протесты женщины стихли, когда они направились к выходу. В терминале аэропорта женщина, взволнованная, но решительная, предъявила свое удостоверение личности. Ее голос стал тверже, когда она объяснила жесты мальчика, каждый из которых был частью языка, разработанного в ходе терапии. Полицейский внимательно изучил документы, и выражение его лица сменилось с подозрительного на внимательное. Удостоверение личности подтвердило ее связь с мальчиком, что добавило сложности в разворачивающееся повествование. По мере того, как женщина говорила, ее рассказ начал менять понимание офицера. Она была не матерью мальчика, а его тетей, и сигналы бедствия, которые наблюдала Бетти, на самом деле были лечебными упражнениями. Это открытие стало неожиданностью для всего летнего состава. Тетя рассказала о страхе мальчика перед полетами, о тревоге, которая охватила его во время полета. «Он использует эти жесты, чтобы успокоить себя», — объяснила она, демонстрируя движение. Офицеры слушали, и кусочки головоломки складывались воедино, раскрывая историю не об опасности, а о борьбе ребенка со страхом. Теперь мальчик успокоился и заговорил мягким голосом, подтверждая объяснение своей тети. Его слова были неуверенными, но четкими. На лице читалось облегчение, когда он выражал свои чувства. Ситуация, которая когда-то была напряженной из-за подозрений в опасности, сменилась сочувствием и пониманием. Бетти стояла неподалеку, и ее сердце замирало, когда открывалась правда. Осознание того, что ее действия, совершенные из лучших побуждений, были основаны на неверном толковании, сильно поразило ее. Она молча признала свою ошибку, понимая последствия своих предположений. Тяжесть ее ошибки была ощутима, что стало отрезвляющим напоминанием о тонкой грани между осторожным вмешательством и необоснованной тревогой. Это был горько-сладкий момент, который смягчил ее смущение, утешив тем, что ее намерения, хотя и ошибочные, были продиктованы заботой. В тишине Бетти размышляла о произошедшем. Она размышляла о тонком балансе между бдительностью и чрезмерной реакцией. Грань, как она поняла, была тонкой и легко стиралась беспокойством. Беспокойство, ее роль требовали проницательности, навыка, который она поклялась отточить. Бетти остро ощущала тяжесть своей ответственности. Ее желание защитить непреднамеренно привело к драматической ситуации. В тишине пустеющего домика
Бетти воспользовалась моментом, чтобы обдумать уроки этого дня. Она решила уравновесить свою врожденную озабоченность более четкой перспективой, понимая, что ее действия, какими бы благими они ни были, имеют последствия. В уединенном уголке аэропорта мальчик, освободившийся от кокона переполненного самолета, начал расслабляться. Его тетя, олицетворявшая собой утешение, заключила его в нежные объятия, шепча слова утешения. Напряжение, которое когда-то сковывало его черты, исчезло, сменившись легкой улыбкой облегчения. В этом тихом месте суматоха полета начала рассеиваться. Тетя, милостиво кивнув Бетти, подтвердила намерение стюардессы. Ее теплый и понимающий жест помог преодолеть разрыв, возникший из-за непонимания. «Спасибо, что присматривали за ним», — сказала она с ноткой благодарности в голосе. В этом простом выражении благодарности атмосфера конфронтации рассеялась, уступив место общему чувству облегчения и доброжелательности. Бетти вернулась к своей роли с еще большей целеустремленностью. Теперь ее походка по проходам определялась событиями дня, и в каждом шаге сочетались врожденное сострадание и новообретенная мудрость. Этот опыт, хотя и был непростым, обогатил ее понимание сложности ухода и бдительности, укрепив ее приверженность своим обязанностям в небе. Теперь, когда инцидент остался позади, Бетти смотрела на свои будущие полеты по-новому. Уроки этого дня отразились в ее подходе, и теперь ее действиями руководит баланс заботы и проницательности. Она понимала, что у каждого пассажира есть своя история, и ее роль заключалась не только в обслуживании, но и в понимании и адаптации к бесчисленным человеческим переживаниям, которые их сопровождали.